Друзья, знаете, что я сейчас делаю? Minix U22XJ отключаю с тестов, тестировал, долго тестировал, съемка была, не 1 час, и это было интересно. Почему? Потому что все знают мою войну с Minix и чем эта война на текущий момент закончилась на весну 2021 года, и что с этим Minix будет, что мы с ним сделаем, я советую вам смотреть в этом обзоре, потому что сегодня он на обзоре Minix 2021 U22XJ на 922 процессоре. Ребят, поехали. Знаете, история этой войны, она достаточно такая печальная. Почему? Потому что когда я получил Minix первой ревизии, получил ее на первой прошивке, я был в шоке. Я откровенно тогда сказал, что это говнобокс. Когда вышло обновление прошивки, которое обещали очень давно и долго, и прошло время, я все равно сказал, что это говнобокс. Ничего дельного они нормального не сделали. Прошел год, мне начали писать некоторые ромоделы. Ребят, вам огромный привет. Все ромоделы, с которыми я общаюсь, всем вам огромный привет. Ромоделы — это те люди, которые делают кастомные прошивки. И они мне говорят: слушай, Bubble, там изменилась ситуация с Minix U22XJ. Зайди на FOPD, так как я там заблокирован, мне дали доступ, опять те же самые ромоделы, для того, чтобы я мог посмотреть, что же там происходит. Короче, что происходит на текущий момент? Я его купил снова, и я был приятно удивлен. Последняя прошивка 006A, даже если вот вы используете его в стоке, она достаточно сильно выросла. И вот здесь у нас возникает вопрос того, что я отвечу на главный вопрос относительно этой приставки. Да, Dolby Vision приставка поддерживает. Да, она поддерживает практически все профили. И мы уже выпускали обзор о том, как смотреть Dolby Vision торренты. И есть специальная группа по Dolby Vision торрентам в МКВ. Вот такая специальная группа по торрентам в МКВ в Dolby Vision. Я там дальше одному своему хейтеру оставил сообщение дальше в обзоре насчет МКВ и Dolby Vision, который застрял где-то в начале 2000-х и доказывает слюной с пеной у рта, что такого не существует. Ну да ладно, это мелочи жизни. Ссылка на эту группу в описании под видео, как и на видео по Dolby Vision Torrent там есть, то есть там ссылочка есть. Короче, что у нас внутри? У нас iMlogic 922 XJ, у нас хороший коммуникативный ряд вот этих вот портов, в принципе 3 USB 3.0, которые реализованы, правда, через хаб, есть разъем для TF-карт, есть OTG разъем Type-C, есть у нас HDMI, у нас вот, пожалуйста, есть SPD, FLAN RJ45 на 1000 мегабит и разъем для наушников. Также у нас есть под замок Kensington и антенка вот такая вот внешняя. В целом он уникален тем, что он не греется, абсолютно не греется. Он показывает хороший тротлинг-тест, проходит. Плюс у него есть Dolby Sound 5.1, есть DTS Sound 5.1, но это все на стоковой прошивке. С автофреймрейтом интересная такая фишка. В Vim Media Player он клацает автофреймрейт только Full HD. Для 4К автофреймрейт не завезли, но вот теперь мы подходим к главному. Мы с вами на FOPD и смотрим, что же есть для данного ТВ-бокса. Он, кстати, у нас на 5-м месте в топ-5 ТВ-боксов больше $100. Так вот, интересно, что же будет с ним вообще по итогам этого обзора. Что же у нас есть на данный момент по прошивкам? Есть Android TV на базе стоковых прошивок. Есть порт от Yugus 037, об этом поговорим отдельно. Есть Slimbox 10.5, шикарная прошивка. Есть Slimbox 10.5.1 Android TV, тоже шикарная прошивка. Есть Android TV от SAS Vlada. Есть Alvatech. Обожаю прошивки от Alvatech. И те, кто очень давно подписан на мой канал, они знают, что я раньше Alvatech постоянно продвигал. Так вот, я обожаю прошивки от Alvatech. И сейчас мы об этом тоже поговорим. Есть мод на базе прошивок Yugus 0.4 и есть от Super Celeron, который я тоже обожаю. Так вот, насчет прошивок Yugus, я вот здесь вот буду категоричен и критичен. Если вы собрались покупать Minix ради прошивок Yugus, не занимайтесь фигней.
потому что он Yugus AM6 Plus на базе тех же самых прошивок стоит немножечко дешевле. И лучше купить, конечно же, Yugus, и есть кому предъявить, и он немножечко дешевле, и в принципе там эти родные прошивки, чем покупать Minix и шить его на Yugus. Это глупость. Это действительно глупость. Поэтому Yugus прошивки, они есть, я это говорю, но я не рассматриваю его на прошивках Yugus. Потому что для этого есть Yugus AM6 Plus. Если вы, конечно, купили, это как вариант, там уже сами ставите. Но по поводу остальных прошивок я обязательно запилю обзор на все эти прошивки. Они настолько прикольные. Особенно вот меня интересует Alvatech, Super Celeron, Slimbox и SAS-Vlad. SAS-Vlad вообще делает он на базе стока. Ну посмотрим, какая версия там лежит в основе. Если там версия ниже 0.06, то я не вижу смысла рассматривать такие прошивки. Слушайте, короче. 4 на 32, гигабитный LAN, Wi-Fi под 300 мегабит, 280 на 280, 2.4 я даже не рассматривал, он и так хорошо работал, но, потому что не надо вам покупать мощную приставку и играть на 2.4 ГГц, не играть, а проигрывать контент. Насчет игровых возможностей он показывает максимальные результаты в iStorm Extreme, iStorm Unlimited, это тесты игровой производительности 3D Mark. Мы на нем покажем, как мы играем в GeForce Now, мы потестируем Sambu, короче, насчет стоковой прошивки они очень сильно продвинулись. Она не идеальна, она далеко не идеальна, но стоковая прошивка очень хорошо подходит для стриминговых сервисов. То есть здесь есть HDCP 2.2, есть Widevine DRM L1, то есть такие сервисы как Eevee и тому подобное, они будут здесь работать. В остальном всем покажу вам в обзоре. Root прав нет, поэтому я же говорю, для стока это не приставка, но это приставка для кастомов, которых, к счастью, огромное количество. Ну и, конечно же, ссылочки на этот Minix U22XJ, на проверенных продавцов, лежит в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик, если хотите увидеть дальнейшие обзоры вот этого Minix U22XJ на разных прошивках и как его, собственно говоря, прошивать. А также я советую вам подписаться, потому что мы разыгрываем вот на момент съемок этого видео это PlayStation 5. И вообще, если там нет PlayStation 5, там есть нечто более крутое. Поэтому, ребят, беру вот этот вот Minix и перехожу уже на тесты. Ну что, друзья, имеем, что имеем. Интерфейс, мы сами уже поняли, что это Minix, но при этом вы можете выбрать базовый, вот такой вот чистый Android, как планшетный, но я выбрал Minix, мне он нравится. Мне, кстати, нравится этот интерфейс. Слушайте, из того, что они могли исправить, мы должны с вами проверить то, что не работало в прошлые разы. У нас... Слушайте, я звук должен включить, обязательно тестируем. Ну, во-первых, вы сейчас видите, что у нас работает Dolby Atmos. Я пробовал это на телеке с поддержкой Dolby Atmos, он выводит Dolby Atmos. И есть у нас Samba. Вот Sambu сразу буду проверять. Вот мы вбили IP-адрес в добавление подключения сетевого диска. Он у нас найден. Сейчас запросит имя пользователя и пароля. Давайте. Админ. Да, все, в принципе, получила доступ, но получила, нормально, в принципе. Давайте что-нибудь попробуем туда что-нибудь скопировать. Получила вообще, знаете, к чему? Доступ к внутреннему хранилищу. Жесть. Вот это вот неправильная реализация. Неправильно, но он работает. Это неправильная реализация, потому что вы получаете доступ вообще к внутреннему хранилищу. А здесь уже должны выбрать либо SD-карт, это будет ваша внутренняя память, либо вот у меня есть жесткий диск там подключен к нему. Ну давайте сразу запилим на него жесткий диск и попробуем что-нибудь с него скопировать. Посмотрим, какая же скорость копирования. Давайте. Скорость копирования, ожидаемо 10 мегабайт в секунду, это 80 Mbps. Сейчас мне очень интересно, насколько туда можно копировать. Почему? Потому что если качать торрент именно напрямую на жесткий диск, то это будет интереснее. Давайте скопируем. И здесь копирование у нас идет 5 мегабайт в секунду. В принципе, он работает. Я не скажу, что он топово работает, но он работает. Поэтому Sambu мы можем отключить. Слушайте, Samba работает, ладно, молодцы в этом плане, конечно, как работает, это еще такой вопрос. В Minix настройках у нас есть дисплей, разрешение он поддерживает от 480p до 4К 2К SMPT, есть поддержка глубины цвета, профиля цветности и Dolby Vision. Он здесь не зря, потому что на самом деле, когда я выпускал ролик о просмотре Dolby Vision торрентов, вернее, есть такая группа охренительная по Dolby Vision торрентам, ссылочку на эту группу я размещу в описании под видео, там вы можете скачать ссылочки на
ну, короче, как-то так, не скачать, короче, спросить там, где скачать, Dolby Vision торренты в МКВ, и именно этот бокс с определенным плеером, по моему обзору, вы можете смотреть на нем Dolby Vision. Хотя у него есть некоторая проблема, вот, пожалуйста, вот он сейчас проигрывает, он проигрывает все профили, он жрет все профили Dolby Vision в МКВ. Есть у меня, кстати, один подписчик, который мне пытается доказать, что в МКВ не существует Dolby Vision. Я думаю, что ему стоит изучить матчасть, и если он застрял где-то там в 2000-х, в начале 2000-х, то, наверное, на 2021 год нужно пересмотреть политику. И, кстати, у меня есть телевизор с Dolby Vision, и тестирую я это именно на своем телевизоре. Хорошо, то есть, но у него есть проблемы, знаете, с чем? С выключением после, вот если вы включили, у вас он идет в SDR изображение, то есть это в обыкновенном профиле цветности, он включает Dolby Vision, правильно его декодирует, вы смотрите, допустим, там с Dolby Atmos, там фильм или Dolby Audio, и потом вы выключаете, и он остается в Dolby Vision, вам необходимо будет здесь передергивать, я не знаю, ну передергивать, просто переключать обратно и включать обратно Dolby Vision, чтобы он выключился. Но если использовать его как базу прошивки, то да, он будет работать. Хорошо, ну Morse Settings это чистый Android, как бы нам не сильно интересно. Если вы до сих пор не знаете, что такое Minix U22XG, то я вам объясню. Это TV-Box на M-Logic S922X процессоре. Вот мы видим, что у нас есть 4 гигабайта оперативной памяти, из доступной 24,5 из коробочки. У нас центральный процессор. Это Cortex A53 2 ядра по 1,8 ГГц и 4 ядра Cortex A73 по 1,7 ГГц. Это, скажем так, младшая ревизия проца 922X. Так, что у нас тут есть еще? За отображение отвечает Mali G52. В принципе, для TV-бокса очень даже неплохой видеоадаптер. Видеоускоритель. Есть у нас 5 ГГц Connection Speed 866 мегабит. Обязательно сейчас протестируем. Есть доступ к температуре. Вот, кстати, один из самых холодных боксов. И у меня даже в первом моем обзоре, где я их очень сильно ругал, претензий к TV-боксу по вот этому самому охлаждению нет, вообще нет. Все, выходим из AIDA в DRM-Info. Что такое DRM-Info? Дело в том, что данный TV-бокс имеет ключи, сертификацию HDCP 2.2. Это, и плюс он имеет Google Widevine CDM L1, позволяет здесь правильно работать стриминговым сервисом типа Ivi, Megogo и всему остальному с раскрытием там всех этих вариантов. Плюс у нас, видите, поддерживает HDR10 HLG, хотя здесь Dolby Vision не написано, но он по факту есть, фактически есть. По поводу AFRD, дело в том, что на этой 0.06 прошивке, как я уже отмечал, нет root прав, но автофреймрейт здесь в 1080p работает. Тоже криво сделали. То есть, если вы зайдете в Vimeo Media Player и, допустим, подключите его к 4К телевизору, то в диагностике вы увидите только переключение для 1080p. Как-то вот чего-то они никак не доработают это дело для того, чтобы 4К переключалось. Но справедливости ради могу сказать, что при установке сторонних прошивок здесь срабатывает весь автофреймрейт без ограничений. По поводу Miracast. Из стоковой прошивки он должен поддерживать Miracast. У меня смартфон поддерживает и Screencast, и Miracast. Сейчас мы попробуем на него что-нибудь затранслировать. Какой-то есть. Появился у меня Android монитор. Запросила подключение. Давайте принимаем подключение, посмотрим, что у нас получится. Да, вы знаете, Miracast работает, при этом в Full HD качестве, то есть он передает, ну, HD качество они пишут, но это означает, что он передает в полном разрешении экрана смартфона. Miracast есть. Хорошо, давайте останавливать его. С Miracast вопросов нет. По температуре, я вам скажу, мы можем, конечно же, сделать с вами CPU throttling тест, но выводить температуру я не буду, потому что данный TV-бокс выше 50 градусов. Хотя, если хотите, я, конечно, могу заморочиться, но данный TV-бокс выше 55 градусов не греется в нагрузке вообще. То есть, ну давайте уже стартанем, пускай немножечко поработает, то есть это будут абсолютно отличные показатели, и я в этом просто уверен. Ну что ж, тест закончен. Как я и говорил, смотрите, у него температура была 63 градуса. Ну, подросла в первой ревизии, кстати, в первой прошивке была чуть пониже. Но 63 градуса это очень низкая температура
для 922 процессора. Производительность — это производительность максимальная для 1,7 проца. То есть для 2,2 это до 110 джипс, здесь 82 130 джипс, и этой производительности хватит. Это, знаете, как почти как два процессора S905X3. То есть он в 2 раза быстрее, чем S905X3. Ну и плюс нужно учитывать, что здесь другая архитектура, другие ядра, поэтому он будет вообще побыстрее. Ну и куда же без проверки сетевых возможностей? Вы сейчас видите перед собой тест. Я сначала не поверил, решил вам показать, как он проходит полностью. Я его стартанул, и мы смотрим и получаем в 5 ГГц 300 на... Сколько там? 300 на... Вообще на какие-то нереальные цифры. Мне еще надо будет кабель сейчас гигабитный для того, чтобы проверить гигабитный LAN. 2.4 вообще уже проверять не буду. То есть сетевые модули здесь работают все точно так же, как и в основном обзоре. Я там, кстати, говорил, что он работает хорошо. Также мы тестируем LAN от J45, сетевой кабель, и получаем, давайте. Получаем 760, 720, ну короче, около 700 мегабит на загрузку, даже выше 700. И я вот планирую, что даже будет больше, чем 800 на выгрузку. Ну давайте, насколько я могу быть, насколько я могу это все, вот я как и говорил, 848 на выгрузку. По сетевым возможностям у него вообще вопросов нет. Если уж говорить о том, что у него немножечко подросла температура, то, конечно же, мы активируем сейчас монитор температуры. И у нас теперь будет вот такое вот окошко, которое будет показывать температуру. Это сейчас 50 градусов. В принципе, меня все устраивает. Пока мы сейчас устанавливаем 3D Mark для тестирования игровых возможностей, хочу сказать, что здесь работает и панель навигации внизу, и вверху работает шторка, которую, к сожалению, не сделали узкой, как я хотел, сделали ее на всю ширину, вот как у планшета. Ну да ладно, все равно она работает. Ну вот, пожалуйста, Ice Storm Unlimited у нас получился максимальная оценка в оценках игровых возможностей. И Ice Storm Extreme у нас тоже набрал максимум баллов, поэтому вот какие-то игровые возможности достаточно интересные у него должны быть. А в данном тесте мы оценим, насколько хорошо работает USB 3 на внешний SSD диск, и плюс посмотрим, насколько хорошо работает память на данной прошивке. То есть все-таки Minix развивается или не развивается, ну я уже вижу, конечно, подвижки в положительную сторону. И скорее всего он поменяет свое место в нашем топе over 100 баксов. Итак, по результатам тестирования последовательное чтение с SSD диска 142 мегабайта в секунду, обалденная скорость, серьезно вам говорю, и скорость копирования памяти 2,67 гигабайта в секунду, это вот тоже уровень NVIDIA Shield TV, кстати, вот Yugus AM6 Plus и NVIDIA Shield TV, вот уже Minix, они, скорость копирования памяти здесь DDR4, но именно на уровне. Продолжаем наши тесты оценивать в формате мультимедийных возможностей вывода звука. На данном случае мы выводим Dolby Digital Plus, и Dolby Digital Plus у нас есть через стоковый проигрыватель. Давайте смотрим дальше. Dolby True HD через сток, имеется в виду в декодировании. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Есть, нету. Нет, Dolby Digital True HD в стоке нет. Сейчас попробуем в режиме pass-through. DTS HD Hi-Res в стоковом пробуем. Он есть просто как DTS. Давайте еще один файл попробуем. У нас просто на разных файлах бывает выстреливает, бывает нет. Нет, просто как DTS. Хорошо, давайте попробуем сейчас Dolby True HD проиграть, ну, например, в коде. Кстати, Коди у меня тоже не видит Dolby True HD, хотя видит DTS и HD Hi-Res. Сейчас попробуем чуть-чуть более расширенно в коде проиграть. Давайте DTS HD Hi-Res. Нет, к сожалению, в коде не хочет оно DTS HD Hi-Res, ну нет его в режиме pass-through. То есть он работает только в рамках своих лицензий. Dolby что-то показал, Dolby, и на этом все закончилось. Да, Dolby Digital Plus и DTS 5.1 ядро. Ребятки, есть как есть, ничего не скрываем. Само собой тестируем тяжелый фильм с жесткого диска, с SSD. Да, и со стоковым плеером он начал проигрывать Gemini 69 гигов. Сразу его вывел в Dolby Digital, то есть у нас здесь вопросов нет. Работает и HDR, кстати, в данном моменте работает Dolby Vision, потому что MP4 через стоковый плеер он тоже в Dolby Vision хавает. Ладно, выходим, заработал. Слушайте, следующий у нас тест, это YouTube 4K 60 FPS. Кстати, работает он тоже в HDR.
Как всегда, тесты производим на нашем втором канале. И знаете, что самое интересное? Мне тут писали, когда я делал обзор прошивки для Xiaomi Mi Box S, новое, вернее, обновление, мне говорили, что проблемы с роликом, дикая река, он тормозит на всех ТВ-боксах. Вот, пожалуйста, ТВ-бокс Minix, на нем не тормозит дикая река, дропов нет, 4К 60 FPS. Если вы обратите внимание, то здесь VP902 SMPTE 2084, он его воспроизводит в HDR, и никаких дропов нет. А Xiaomi Mi Box S у меня на последней прошивочке его дропит, и при этом непонятно почему. С YouTube у нас проблем нет, он проигрывает максимально возможный YouTube, который есть для этой приставки. Можно запустить сторонний клиент Netflix, о котором мы рассказывали, то есть с Netflix она будет работать. При этом в данном случае это будет качество HD. То есть HD без 5.1 звука, обыкновенный PCM формат. Давайте перемотаем сразу куда-нибудь подальше. И для того, чтобы смотреть Netflix, вам, конечно же, понадобится подписка. Некоторые думают, что модифицированный Netflix дает возможность смотреть бесплатно. Нет, такого не бывает. Netflix невозможно взломать. Я хотел бы еще попробовать торренты 4К. Так, сервер у нас... У нас сервер запущен, даже я там фильмы какие-то смотрел. Из фильмовых возможностей, вернее, из мультимедийки. Обновился нам. Вообще отлично. 0.63 версия. Обновление, улучшение, поправленные баги. Сейчас попробуем какой-нибудь торрент. Вы заметили, температура какая? 50 градусов держится. То, что в тесте выдало 64, это ни о чем не говорит. Так, раздающих на терминаторе, я так понял, нет, да? Хорошо, ладно, на терминаторе никого нет. Давайте выберем другой торрент. Блин, что, опять тестировать на аватаре, потому что там постоянно есть раздающие. Ну, давайте. Аватар так аватар. 100-гиговый любимый аватар. Опять тестируем. Кстати, тестируем на Wi-Fi. Пошел набор пиров и набор буфера. Будем проигрывать через Vimeo Media Player. Конечно же, 100-гиговый аватар на данной приставке пошел. Температура 55 градусов. Пусть немножечко поиграется, и мы вернемся через пару минут для того, чтобы оценить, затормозил он или нет. Слушайте, мне нравится. Мне нравится то, как она развивается. Сказать, что это говнобокс, я уже точно не скажу. А со всеми сторонними прошивками, так это вообще будет очень хороший, интересный, шедевральный ТВ-бокс. Вот сейчас темное, это не зависло. Это, знаете, вступление сцены. Те, кто знает, они знают, как вступает аватар. Вот пошло. Все, ждем, вернемся, когда проиграет уже базовый буфер. Да, проигрывается. 100-гиговый аватар проигрывается без проблем. Выходим, будем с вами, не знаю, стоит ли игровые возможности делать, или же сделать их отдельным моментом. Но слушайте, какой-то момент мы должны все-таки показать. Игровые возможности мы проверяем на, конечно же, на GeForce Now, потому что я люблю этот сервис, и для меня важно, чтобы он работал. Все остальное, честно говоря, не интересует. Android TV игры на нем будут работать однозначно, даже в стоке. Воу, завелось. Играю с клавиатурой, с мышкой. Сразу предупреждаю, для того, чтобы играть нормально, вам понадобится игровая мышь для того, чтобы работала вторая кнопка мыши. Дело в том, что это нормальная практика. Почему? Потому что в Android TV приставках так уж устроено, что вторая кнопка мыши отвечает за кнопку назад на пульте. А для того, чтобы вот я сейчас беру, подключаю игровую мышь, смотрите, я подключил, она у меня заработала, вот она заработала. И я просто-напросто, зайдя в настройки управления, в раскладку управления, могу вот это вот так, действие, меня интересует бой. Сейчас, так, прицеливание мы ставим просто-напросто какую-нибудь кнопку, которая у нас ремапится. Выходим и, в принципе, уже можем бегать и стрелять в волчков. Ой-ой-ой, у меня здесь выставлен инверсия. Ну да ладно, давайте волчков постреляем. Слушайте, ну это работает, как бы эти все игровые возможности, у нас задержки нет. Сейчас волчок. Где волчок? Сейчас появится волчок, сейчас он меня загрызет, все как обычно. У ворот, какой у ворот? Где волчок? Ай, твою мать, волчок, уйди отсюда. Что-то, блин, мне нужен инверсию, надо убрать. Инверсию. Так, нет, это в настройках изображения. Так, у меня инверсия включена.
отключу инверсию сейчас. Ай-яй-яй, блин, меня уже сожрали, меня сожрали. Короче, это работает. Я с этими волчками, я никогда, короче, не пройду, наверное. Вообще, Tomb Raider я очень люблю, но я играл это все на компе, поэтому там все по-другому. И вообще, то есть, как есть. Но то, что это работает, это факт. То есть, у нас не фризует ничего, именно на стоковой прошивке суперова. Хорошо. А выводы таковы. Я реально могу по состоянию на весну 2021 года рекомендовать этот Minix. Он действительно неплох, потому что я-то уже тестировал сторонние прошивки, вам-то только предстоит это увидеть. И обычно вы знаете, что я не обманываю. Если он был год назад говном, то я об этом говорил. Если теперь он показывает очень хорошие результаты, то я об этом тоже абсолютно спокойно говорю. И в топ-5 нашем от 50, вернее, свыше 50 баксов он занимает. Сейчас я вам скажу, он занимает 3-е место. Теперь будет 3-е место, потому что он подвинул и Белинки со своим Dolby Vision и стабильностью работы, и подвинул и некоторые другие боксы. Я думаю, вам будет интересно тоже дождаться наши топ-5 over 100 баксов на весну 2021 года. Ну что ж, ну а если вам нравится, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.